Внезапные перестановки. Президент резко увольняет руководителя главной спецслужбы страны. Что случилось и что происходит? Был ли провал? Цель поражена. ВВС европейских государств вступили в бой. Самолеты союзников впервые четко отработали вместе. Первые удары нанесены. Будут ли последствия? Массированная атака на столицу. Аэропорты закрываются, электричество гаснет. Сотни рейсов отменены и тысячи людей без света. Что происходит? Досмотрите. Чрезвычайная ситуация в РФ. На живых россиян денег больше нет. Власти экстренно закрывают социальные программы. Как долго продержится экономика? Об этих и других самых главных событиях утро понедельника, 5 января. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в России, Беларуси, Украине и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Массированная атака на Москву. Российские паблики весь минувший день сбивали дроны, и ни один из 120 обещанных не долетел до российской столицы. Правда, то автомобиль вдруг вспыхнул, то взрывы в нескольких районах слышали. Но это ничего. Мэр Москвы Сергей Собянин говорит, все сбили. Следом ударило по самому чувствительному, по авиации. Из-за атаки беспилотников в Москве задержано около 200 рейсов. В Домодедово, Внуково и Жуковском ввели временные ограничения на вылет и прилет. Люди стоят в очередях на посадку, часть рейсов отменяют, расписание сыпется цепочкой. Сейчас ключевой вопрос один. Будут ли новые заходы дронов или небо над Москвой наконец отпустит и аэропорты начнут разгребать коллапс? Солдаты могли ликвидировать диктатора, если бы он оказывал сопротивление. Первые детали и шокирующие подробности операции в Каракасе появляются в медиа. Расскажем только то, о чем еще не говорили. Несколько месяцев за одним человеком следили так, будто речь шла не о президенте страны, а о цели операции спецслужб. Где спит, что ест, что носит и даже за какими мелочами в его быту можно зацепиться. План под кодовым названием «Операция «Абсолютная решимость» финализировали в начале декабря. К нему готовились месяцами, проводили тренировки, а для отработки маршрутов проникновения по данным журналистов сделали точную, полноразмерную копию убежища Николаса Мадуро в Каракасе. По словам американских чиновников, в небе задействовали более 150 самолетов, бомбардировщики, истребители, разведчики. Около 2 часов по местному времени в Каракасе прогремели взрывы и поднялся дым. Очевидцы говорили о гуле самолетов и вертолетов над городом. BBC Verify привязала последствия ударов к 5 локациям. Среди них авиабаза имени Франциско де Миранды, аэродром Ла-Карлота и порт Ла-Гуайра. Часть ударов пришлось по ПВО и другим военным объектам. Дональд Трамп также намекал на отключение электроснабжения в Каракасе перед началом операции. На земле, по данным публикаций американских медиа, работали бойцы Дельта Форс. У них был газовый резак на случай металлических дверей. Наместник президента в Каракасе. По данным Bloomberg, эта должность больше не вакантна. Кто вообще теперь главный в Венесуэле и как именно США собираются ею управлять после ночной операции в столице? Белый дом пока дает минимум деталей, но якобы ключевую роль в этой схеме должен получить госсекретарь Марко Рубио до момента безопасного и правового перехода власти. При этом, как отмечают журналисты, четкого плана по размещению американской администрации или войск в Венесуэле публично не представлено. А сам Трамп явно концентрируется на нефтяной отрасли страны. Этой страной режим управлял 14 или 15 лет. Выборы состоялись. Они их проиграли, но голоса не посчитали или отказались считать. И все это знают. Впереди еще очень много работы. Сейчас мы сосредоточены на том, что все проблемы, которые были, эти проблемы остаются, их все равно нужно решать. Пока они не будут решены, им придется и далее сталкиваться с давлением со стороны Соединенных Штатов. Марко Рубио начал информировать Конгресс уже по ходу операции, что вызвало возмущение у части законодателей, включая лидера демократов в Сенате Чака Шумера. Параллельно в США продолжается политический и силовой шлейф операции. ABC News со ссылкой на американских чиновников пишет, что госсекретарь уже созванивался с вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес.
Над сирийской пустыней снова проснулся фронт, о котором в последние месяцы говорили все меньше. Британия вместе с Францией нанесла авиаудар по подземному объекту в Сирии, который Лондон называет площадкой ИГИЛ для хранения оружия. По версии Минобороны Великобритании, удар пришелся по горному району к северу от Пальмиры, вдали от жилых кварталов. Работали истребители «Тайфун» при поддержке самолета-заправщика Voyager, а целью стали входы в систему туннелей. Оценка результатов еще идет, но британская сторона заявляет, что первичные признаки указывают на успешное поражение цели и что риска для гражданских, по их данным, не возникало. Все самолеты вернулись на базы. Французские военные уточняли, что это было сделано в рамках коалиционной операции. Внезапный поворот в громком деле. Ответственность за масштабный блэкаут в европейской столице взяла на себя леворадикальная анархистская группировка. Полиция Берлина получила письмо, в котором некая Vulcan Group признается в содеянном. Его сейчас проверяют на подлинность. Документ был опубликован на леворадикальных сайтах. Сама группа действует с 2011 года, и в 2025 на ее счету уже есть одна атака. Кризисные команды работают на пределе. Мы координируем все действия. Я очень рад, что здесь присутствует и господин Буш из Бундесвера. Я уже вчера ясно дал понять, что мы хотим задействовать и экспертизу Бундесвера. Мы столкнулись с серьезной, очень серьезной атакой на нашу критическую инфраструктуру, на электросеть. Я вынужден сказать, не в первый раз. Нам предстоит серьезный разговор о том, как в будущем защитить ее еще лучше. Место инцидента находится вблизи теплоэлектроцентрали, важного узла энергоснабжения столицы. Повреждены именно кабели, а не сама ТЭЦ. СМИ напоминают об аналогичном крупном блэкауте в сентябре 2025 года в районе Трептов-Кепеник, где тоже был целенаправленный поджог надземных силовых кабелей, в котором впоследствии призналась леворадикальная группа. К утру следующего дня в сеть вернули часть, но более 40 тысяч клиентов все еще оставались без света. Полное восстановление ожидают только днем в четверг, 8 января. На фоне блэкаута посыпалась и железная дорога. Из-за проблем со снабжением отключалось оборудование. Самая громкая ротация в украинском силовом блоке все еще остается под вопросом, но обстановка нагнетается с каждым днем все сильнее. Официальных решений на момент записи этого видео нет, ни указа, ни внесенного в Раду представления, поэтому пока речь идет именно об обсуждении внутри власти. Но решение якобы принято уже, хоть для его исполнения необходим целый ряд действий. Глава СБУ Василий Малюк таки может уйти в отставку. Як ви реагуєте на сьогоднішні заяви цілої низки топ-військових, які просять вас не звільняти Василя Малюка із посади голови СБУ? Всіх поважаю, я буду робити ті ротації, які я вирішив зробити. Народные депутаты и ряд экспертов видят в отставке подарок Кремлю и потерю мощи. Под руководством Малюка СБУ провела уникальные операции. Паутина, удар дронами по стратегическим бомбардировщикам РФ на 7 миллиардов долларов, 3 подрыва Крымского моста, атаки на нефтяные предприятия страны, теневой флот РФ. Служба стала боевым партнером ВСУ, координируясь с Главным управлением разведки и Генштабом для контрразведки, защиты от ракет и саботажа. Важно, что уволить или назначить главу СБУ формально может только Верховная Рада по представлению президента, то есть даже при политическом решении вопрос упирается в процедуру и голосование. На этом фоне источники отмечают, что кадровая война уже началась. Ранее сообщалось о назначениях Кирилла Буданова в офис президента и Олега Иващенко в ГУР. Ждать переезда не стоит. Госдума прикрывает лавочку. Федеральная программа, которую публично продавали как массовое расселение из аварийного жилья, фактически поставлена на паузу из-за войны и нехватки денег. На бумаге план был огромный. В 25-30 годах переселить примерно 345 тысяч человек из более чем 6 миллионов квадратных метров. Но даже официальные оценки упираются в деньги. Минфин обсуждал сотни миллиардов, а стоимость всей задачи называли на уровне триллионов. А дефицит-то сколько, посмотрите. Это становится предельно понятно, что денег элементарно не хватает. Поэтому и были жалобы в том же Петрово-Забайкальске, что там глава района радостно всех в отпуск без содержания отправлял. Платить зарплату было нечем. Там пришлось вмешиваться и ставить всех на уши. Ну, разрулили ситуацию, всем все заплатили, слава богу. То есть вот в чем основное. А федеральная программа с началом СВО, откровенно, по аварийному жилью, она приостановлена.
И параллельно государство меняет правила так, чтобы было дешевле и проще тянуть сроки. Минстрой подготовил изменения, которые по сути сдвигают дедлайны и делают выкуп аварийного жилья менее выгодным для людей. Оценку предлагают проводить с учетом непригодности для проживания, а минимальную выкупную планку привязывать к доле от нормативной стоимости, а не к нормальной рыночной цене. Это означает, что вместо быстрого расселения может получиться затяжная история: дольше жить в опасных домах, дольше судиться, чаще соглашаться на условия похуже, потому что альтернативы просто нет. Но для государства важнее захватить Покровск, развалить Бахмут, чем переселить россиян из развалин. Новый год встретили не салютами, а холодом, и эта история тянется уже не первый день, несмотря на обещания быстро все починить. На улице при этом минус, который не оставляет запасов по времени. В Забайкальском крае после аварии на трубопроводе, произошедшей еще 30 декабря прошлого года, без отопления остаются около 3000 жителей поселка Атамановка в Читинском районе. Ночные температуры опускаются ниже минус 20 градусов, а в момент прорыва, по данным МЧС, было минус 29. Ночью доходило до минус 33. В поселке, где живут около 11 тысяч человек, ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. История Атамановки ложится в общий тренд. Горизонтальная Россия фиксировала к середине декабря не менее 123 отключений тепла в жилых домах с начала сезона 25-26. Больше всего в Свердловской области, Ростовской и Иркутской. Минстрой РФ оценивает износ коммунальных сетей в регионах в диапазоне 40-80%, то есть почти полностью. В оккупированном Севастополе более 90%. Карусель прямо посреди зимнего водоема. В Казахстане путешественник и видеограф Анзор Гасаев вырезал из огромной льдины круг и заставил его вращаться, превратив кусок льда в настоящий аттракцион. Ролик разлетелся по соцсетям и набрал десятки миллионов просмотров. Это одновременно красиво и немного безумно. По опубликованным описаниям, ледяную карусель он сделал в Восточно-Казахстанской области и раскрутил ее с помощью лодочного мотора. История мгновенно стала вирусной. Одни восхищаются зимней магией, другие обсуждают риски и то, насколько вообще безопасно находиться на вращающейся льдине. Безумие достигает предела, но потом появляется он и показывает, что это еще не предел безумия. Лукашенко о дружбе с Мадуро. Рыбак рыбака, как говорится. Он крепкий мужик, порядочный, вменяемый человек, с которым можно разговаривать и договариваться. Я не просто убежден, потому что я его знаю, можно сказать, с детства. Отдельное спасибо, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. До новых встреч и хороших вам новостей.